Всем привет! Ну что, приступим к интересному обзору. У нас сегодня двигательная установка D6 от компании SIY. И интересна она тем, что до этого компания SIY не выпускала двигательные установки. Ну и вообще она специализируется в основном на радиосистемах и камерах специализированных, да. Но вот последнее время она начала выпускать различное оборудование для дронов. В прошлом году вы могли видеть обзор на автопилот N7, который у меня уже год и, в принципе, себя отлично показал. И вот за последние месяцы она выпустила множество другого оборудования, которое вы обзоры все увидите также на этом канале. Я так понимаю, она хочет создать свою экосистему для дронов. Насколько будет широкий ассортимент, мы узнаем в будущем. Но пока что у нас есть все базовые, так сказать, элементы для сборки дрона на экосистеме от SIY. И я решил этим воспользоваться. И вот новый мой дрон, моя гекса большая. Вы наверняка уже видели обзор рамы, потому что я планирую его выпустить чуть раньше этого обзора. Так вот, он будет полностью собран, ну, за исключением рамы, на комплектующих от компании SIY. Если помните, в прошлом году, когда я собирал свою первую большую гексу, у меня были проблемы с моторами. Если вы посмотрите там влог, там у меня и с моторами были проблемы, и с регуляторами. А все из-за того, что я понадеялся по неопытности, да, что задешево можно, в принципе, купить достаточно неплохие моторы, регуляторы, особой разницы не будет, ничем это все не будет отличаться. Но, как показала практика, я ошибался, и поэтому мне пришлось потом все моторы и регуляторы менять. И если бы у компании SIY на тот момент были какие-то двигательные установки, подходящие мне, я бы, конечно, попробовал сначала сразу их купить. И вот в 2024 году появилась система D6, и я сразу загорелся идеей собрать на ней дрон. Ну, основную концепцию дрона я пояснял, наверное, уже в обзоре рамы, не буду повторяться. Поэтому давайте уже приступим к распаковке и посмотрим на основные характеристики. Система D6 поставляется вот в такой вот коробочке. Она достаточно компактная, ну, без какой-либо полиграфии. Просто белая коробка с пломбочкой вот такой. Обратите внимание, что моторы есть CV и также есть CCV. То есть у них на уровне завода заложено определенное вращение. А все потому, что это система All-in-One, все в одном. И поэтому, видимо, там уже с завода фазы припаяны именно определенным образом. Ну и, наверное, поменять вращение моторов возможности нет. А может быть, конечно, она и есть. Это мы чуть позже посмотрим, когда будем изучать. Итак, ну а теперь давайте вскроем. Я, наверное, как-то не так распаковываю, но по-другому не могу. Итак, коробка. Вот так оно выглядит все. И вот, собственно говоря, система D6, мотор и крепление на трубку. У нас здесь ждет записка с тем, что тесты заводские пройдены. И, собственно говоря, вот он мотор. Давайте сейчас сначала снимем вот эту мягкую заглушку. Здесь у нас уже расположены провода. То есть ничего дополнительно покупать не нужно. Все до платы распределения питания у вас уже будет. И, собственно говоря, вот она, система D6. Итак, давайте глянем. Больше здесь ничего нет. Откладываем коробку и повнимательнее рассмотрим, что же у нас это за такой мотор. Итак, значит, довольно крупный мотор, типа размера 6210 на 130 кв. Под мотором расположена вот такая, ну, скажем так, моторама, да, вот такой она примерно толщины. Перекликается с толщиной мотора. И здесь вот на внешнем торце у нас есть такая матовая вставка, за которым скрыт индикатор, который можно настраивать на определенный цвет свечения. Это позже я вам все покажу. Здесь у нас вот такое обычное крепление типа хомут на трубку 30 мм. И сразу скажу, что для дрона с такой вот ВМГ, да, с таким мотором и с таким диаметром пропеллера, оптимально использовать трубку 30 мм, в принципе. Там 25 как-то маловато, 35-40 уже много слишком, а вот 30 прям идеально. Так, и идет вот здесь вот набор проводов. Провода достаточно длинные, в мануале указано там что-то в районе 70 сантиметров. Я сейчас померяю, у меня вот здесь есть линеечка такая, 30 сантиметров вот здесь. Так, 30. И вот еще как раз где-то 5 сантиметров, 5-10, да, 10 сантиметров, 70 сантиметров силовой провод, а сигнальный провод у нас здесь чуть-чуть
подлиннее, где-то 75, как в инструкции и указано. То есть вообще эта система D6 работает с определенными пропеллерами, которые поставляются отдельно, они покупаются, они не идут в комплекте. Я сейчас вам их тоже покажу. И так как эти пропеллеры 22-дюймовые, то при диагонали даже гексакоптера в конфигурации гексы этой длины проводов вполне себе достаточно, чтобы дотянуть их до центра рамы к плате распределения питания. Провода хорошие, мягкие, силиконовые, толщина провода 14 АВГ. А вот здесь вот, кстати, вот эти вот сигнальные провода у нас сплетены вот в такой вот жгут. Силовые провода у нас здесь уже заложены. Предполагается, что вы припаяете сюда либо какой-то свой коннектор для подключения к силовой плате, либо припаяете их напрямую к силовой плате. Ну, я пока ничего не сказал о характеристиках, поэтому давайте пробежимся. Напряжение питания здесь от 12 до 14 S, это от 48 до 60 вольт, что, в принципе, оптимальный диапазон для такого КВ и диаметра пропеллеров. Пропеллеры, как я уже говорил, штатные, 22 дюйма. Данный мотор при установке 22-дюймовых пропеллеров, которые можно докупить к нему, да, который производитель предлагает, позволяет развить до 6,5 килограмм тяги на 12 банках батареи. Это довольно-таки немало, но тем не менее стоит учитывать важный момент. Оптимально использовать данную силовую установку при тяге в 2-2,5 кг на ось. Для того, чтобы банально у автопилота был запас по тяге для маневров. Если мы почитаем документацию кардопилот, там вообще сказано, что не менее 30% тяги должно оставаться. То есть максимальный газ весения должен быть 70%. Это в самом худшем случае, а в идеале лучше 60 или даже 50-55. Исходя из того, что 50% газа, вот оно и получается там где-то 2,5-3 килограмма. Я, конечно же, буду тестировать на большей нагрузки. Планирую до 4 там, килограмм, может быть, чуть больше на ось. И мы посмотрим, какой будет ток потребления и стабильность данного мотора. Встроенный регулятор оборотов рассчитан на 55 ампер макс-пикового тока и до 20, по-моему, 3 ампер постоянного тока. Это небольшие значения, но учитывайте, что у нас здесь напряжение 60 вольт, поэтому по мощности они довольно-таки мощные. Насчет сигнальных проводов, как видим, у нас здесь два разветвляются провода. Один провод это классический ПВМ, а второй провод это CAN. То есть можно управлять мотором с полетного контроллера как по протоколу ПВМ классическому, воткнули его, земля и шим, да, так и по CAN. Здесь у нас помимо земли есть два провода CAN High и CAN Low. И благодаря вот этим вот двум сигнальным проводам у нас заявлена возможность резервирования уровня газа. То есть двойное резервирование уровня газа. Вы можете подключить с полетного контроллера как ПВМ, так и CAN шину. И если у вас откажет одно, будет газ работать по другому протоколу. Но смотрите, здесь есть какой нюанс. Вообще по умолчанию в приоритете у нас находится ПВМ. Если вы подключаете сразу два провода CAN и ПВМ, то по умолчанию мотор будет работать по сигналу ПВМ. И если он отказывает, переключаться на CAN. Если мы не подключаем CAN, просто подключаем ПВМ, то у вас будет все это работать в обычном режиме, как обычный регулятор ПВМ. Если мы здесь подключаем чисто CAN, то, соответственно, у нас уже регулятор будет работать по сигналу CAN. То есть приоритет у нас шины ПВМ. И нет такого, что мы подключаем два провода, и у нас по умолчанию все работает по CAN, а ПВМ используется в качестве резервного. Вот, к сожалению, в инструкции указано, что в приоритете ПВМ, и по умолчанию используется именно он. Но производитель делает пометку, что если нужно сделать приоритетным именно CAN при работе с двумя сигналами, то нужно обратиться к нему в поддержку, и он предоставит инструкцию, как это можно сделать. Я думаю, что позже в обзоре, когда мы доберемся до настройки, я чуть поподробнее об этом расскажу. Но для большинства пользователей будет достаточно того, что у нас есть по умолчанию. Я вообще сам лично на Ексе буду использовать чисто один CAN, и ПВМ подключать не планирую. Поэтому у меня этот регулятор в любом случае будет работать по CAN. Также для настройки данных регуляторов я купил вот такой вот
специальный адаптер. Называется он CanLink. Также SiWay продает, так что уточняйте при покупке данных моторов, потому что благодаря ему можно через фирменное приложение SiWay FPV на Windows настроить как вот этот вот цветовой индикатор, так и настроить, сконфигурировать порядок регуляторов на CanShine. Это будет нужно потом. При настройке я подробно расскажу. Кстати, насчет регуляторов, здесь есть еще одна интересная особенность, что данные регуляторы работают у нас по технологии FOC. Если расшифровать, Fired Orientation Control, то есть ориентация по магнитному полю, если дословно перевести. Что это значит? Небольшой ликбез в технологию управления моторами с помощью регуляторов. Ну, все, наверное, знают, что моторы у нас вращаются из-за того, что катушки, которые вот здесь вот по окружности расположены, на них подается в определенный момент времени ток, либо подается, либо не подается, либо подается с обратной полярностью, и таким образом у нас эти три фазы попеременно работают и заставляют магниты притягиваться, и таким образом постепенно вращают мотор. И вот в классических хоббийных регуляторах вот это вот переключение, когда у нас, допустим, 12 вольт по катушке идет, одна катушка нулевая, по другой течет в обратную сторону 12 вольт, и вот эти вот переключения, они очень дискретны. То есть регулятор в определенные моменты времени их сразу резко переключает ключами. И таким образом ток, который находится на катушках, сразу резко вот так вот ступенчато меняются. Но ротор у нас крутится плавно, он не крутится вот так вот, раз, раз, раз. И таким образом в момент, когда он совершает определенный угол поворота между двумя катушками, здесь уже ток поменялся, а магнит находится еще между вот этими двумя катушками, то есть он не успел притянуться. И таким образом возникает такая рассинхронизация, и в дальнейшем она вызывает определенные пульсации, и самое плохое, что мы здесь теряем крутящий момент, потому что крутящий момент у нас максимальный в тот момент, когда у нас магнитик совпадает с катушкой. И вот именно когда вот он поравнялся с ней и происходит переключение, вот тогда-то он подхватывается и с максимальной силой, с максимальным крутящим моментом идет дальше. А когда у нас переключение происходит вот здесь, перед ним или после него, то крутящий момент теряется. И из-за этого эффективность такая, вот знаете, как на синусоиде идет. Это вот основная такая проблема. Если, грубо говоря, на мелких дронах, на гоночных дронах, там, на каких-нибудь самолетах, ни на что это особо не влияет, и эффективность там не так уж и сильно теряется, да, то на больших дронах с большим весом, главное, что с большим количеством вот этих вот катушек, здесь уже нужно плавно управлять и менять ток на катушках не дискретно ступенчато, а плавно, синусоиды, именно так, как крутится у нас ротор. И таким образом у нас всегда напротив магнита будет нужный нам ток, а не вот так вот, когда он перескакивает. Это вот и есть технология FOC, которая позволяет плавно менять ток на катушках и таким образом достичь максимального крутящего момента, ровного крутящего момента, и также повысить эффективность, которая на больших вот таких дронах с взлетной массой там 20, 30, 50 килограмм уже начинает довольно-таки сильно влиять. Поэтому, если вы посмотрите на конкурентов таких вот систем, на тот же Hobby Wing X6, X8, у них везде заявлена поддержка FOC. Ну и, конечно же, SiWay, выпуская этот мотор, естественно, не могла его выпустить без данной поддержки. А сейчас давайте взвесим данный мотор. Буду уже вот такие весы использовать, потому что мотор довольно-таки тяжелый. И с проводами он весит 431 грамм. Ну, как и, в общем-то, заявлял производитель. Ну, довольно-таки стандартный показатель для такого типа моторов. По итогу мы имеем вот такой вот современный мотор с регулятором встроенным, который именно хорошо вписан в формы, не как у Hobby Wing, он здесь где-то отдельной бабышкой стоит, а там где-то все внутри. Ну, это особо ни на что не влияет, но создает такое вот впечатление полностью законченного продукта. Да и вообще, я вот сейчас вот кручу вот этот вот ротор, он крутится вязко, так плавно, без каких-либо люфтов, биений. Не ощущается здесь ничего лишнего механически, только вращение. Да и в целом двигатель сделан качественно. Все вот эти детали, все это металлическое, ничего пластикового здесь нет. И, конечно, цена данной винтомоторной группы не маленькая. Ну, я так понимаю, что компания SiWay позиционирует ее, эту ВМГ, как довольно-таки премиальное решение. Ну вот и в обзоре мы посмотрим, насколько она окажется надежной,
насколько эффективный и простой в работе, в настройке. Ну и неотъемлемым элементом данного винтомоторной группы являются пропеллеры. У меня они не помещаются в камеру. Я, к сожалению, не могу сейчас снять это все на большом столе. Вот такие две коробки у меня есть. Я постараюсь вам показать это все. Вот они такие длинные, габаритные. Если на самих моторах коробочки небольшие, то вот у пропеллеров коробки огромные. Производитель выпустил два типа пропеллеров для этих моторов. Это складные и прямые. Я решил попробовать оба вида. И давайте сейчас, наверное, начнем с прямых. Вскрываем пломбочку. И смотрим, что у нас здесь в комплекте. Итак, набор винтиков. Прижимная пластина. У нас такая заглушка. И вот в таком вот пенопластовом кармашке у нас запакован пропеллер. Вот такой вот большой пропеллер. Он не помещается у меня в камеры. Это 22 дюйма. Давайте снимем. И он еще дополнительно вот в таком вот полиэтиленовом пакете. Итак, вот он во всей красе. Пропеллер. Пропеллер у нас заявляется композитный. Видно карбоновое плетение вот из такого волокна. Вообще он похож на пластиковый, но на самом деле здесь явно применено углеволокно. И он очень легкий по весу. Мы сейчас его взвесим. Данный пропеллер весит у нас всего лишь 40 грамм. Это, я напоминаю, 22 дюйма. Очень легкий пропеллер. Это 22 дюйма, и данный пропеллер, как я уже говорил ранее, дает 6,5 килограмм тяги. Притягивается он на 4 винта к мотору через вот такую вот пластину. Теперь давайте перейдем к складному пропеллеру. Также распаковываем. Так, смотрим, что у нас здесь. Такая же заглушка. Винтики. Обратите внимание, какие они маленькие. Я сейчас к ним еще позже вернусь. И по такой же технологии, в таком вот мягком кармашке, складной пропеллер. Обратите внимание, почему-то производитель, несмотря на то, что он складной, транспортирует его в раскладном виде. Может быть, для унификации коробок, не знаю. Как видно, материал абсолютно идентичен. То есть, если мы возьмем не складной пропеллер, видны также вот эти ромбики плетения карбонового волокна. Этот пропеллер уже потяжелее, потому что здесь у нас складной такой вот элемент металлический. Довольно жестко они складываются. Ну, на самом деле так и должно быть. Уже вот в таком вот размере помещается в камеру. Это я планирую использовать эти пропеллеры как основные, потому что у меня нет возможности в раскладном виде просто этот дрон хранить. Итак, давайте теперь и его взвесим. Он, конечно, должен быть уже потяжелее. Так, давайте я его также разложу. Так, смотрим. 60 грамм. Ну, на 20 грамм тяжелее. Не так уж это и много. И данный пропеллер также обеспечивает 6,5 килограмм тяги на дроне. Ну, чуть-чуть поменьше, чем прямой пропеллер. Но стоит отметить, что здесь угол атаки уже больше. Здесь уже угол 9 градусов. То есть данный пропеллер у нас 22 на 9. Теперь пару слов о винтиках. Я вообще сначала удивился, увидев в комплектации данного пропеллера вот такие вот маленькие винтики. Потому что, ну, я ж планирую дрон под большую достаточно полезную нагрузку, и суммарно планирую снять 4 килограмма тяги с одного пропеллера в весенний. И получается, что нагрузка по килограмму на каждый из винтиков довольно-таки существенна, с учетом того, какие они маленькие. Плюс это динамическая нагрузка, то есть где-то будет меньше килограмма, где-то больше, когда буду газовать, да, и это всегда такой большой стресс для элементов крепления. Но потом я повнимательнее их осмотрел, я сейчас покажу крупно фотографию. Здесь есть маркировка, вверху указан производитель HDV, а внизу у нас есть циферки 12.9. И вот как раз таки эти цифры сразу у меня все сомнения развеяли. Дело в том, что они обозначают класс прочности, скажем так, данного винта. Если обратиться к специальной таблице, можно увидеть, что у этого винта максимальный класс прочности, там 12.10 с обозначением, да, это означает, что он на разрыв, на какой-то на разлом будет максимально прочным, и действительно этих винтов должно абсолютно хватить для фиксации данного пропеллера к этому мотору.
То есть инженеры SiWi не зря, как говорится, едят свой хлеб и укомплектовали все как положено, а не какими-то там нонеймовскими винтами без каких-либо обозначений. Ну, знаете, иногда покупаешь какую-то реплику, какой-то рамы, в комплекте идут винты, и они просто без каких-либо обозначений. А потом в полете случайно там крашанул, разбил, и этот винт срезало, поломал. И это вот как раз из-за того, что производители экономят и кладут винты с минимальными прочностными характеристиками. Но это я все в обзоре показал просто потому, что, ну, заметил вот такую деталь. Я бы, честно говоря, может быть, и не обратил на это внимание, если бы винты были чуть подлиннее, как вот в комплекте с прямым пропеллером. Но здесь мне показались чересчур маленькими, я решил изучить этот вопрос поподробнее и вот вам рассказать. А сейчас очень интересный тест. Мы посмотрим, насколько хорошо отбалансированы пропеллеры, которые поставляет SiWi для системы D6. У меня вот такой вот простенький балансир, которым я балансировал там 10-12 дюймовые пропы для самолетов обычно. И вот, в принципе, я думаю, можно посмотреть примерно, как это будет работать с таким вот большим пропеллером. Я ничего не делал. Как видите, ничего не балансировал, не шлифовал, не клеил. И вот сейчас мы поставим пропеллер и посмотрим. Итак, вид сбоку. Вот смотрите. Как видим, пропеллер очень хорошо отбалансирован. Я, честно говоря, сам был удивлен, потому что, во-первых, ну, вы видите, какой он большой. У него есть небольшой перевес здесь. Но на таком расстоянии, на такой длине, это буквально совсем незначительно. Допустим, пропеллеры от самолетов примерно до такого уровня и балансируют. В таком простеньком балансире добиться идеала сложно, потому что все равно небольшие смещения могут быть, и они могут на это повлиять. То есть дальше уже смысла балансировать нет. Вот до такого уровня балансируешь обычно, и этого достаточно. То есть лишний раз, лишнее подтверждение того, что, блин, пропеллеры здесь очень качественные. Ну, конечно, складные я так протестировать не смогу, но я в них реально уверен, что они тоже будут отбалансированы отлично. Эти пропы своих денег стоят однозначно. Я даже сужу по качеству с пропами от T-Motor, которые я использую на своей маленькой Ексе. Ну, 850. Это уже маленькая Екса для меня. Поэтому к пропеллерам в этом плане никаких вопросов вообще нет. Что ж, ну а на большую Ексу я буду ставить сначала вот эти прямые винты, так сказать, в легком весе первоначальном потестировать, посмотреть, как она себя поведет в нагрузке, какие будут токи. А потом поставим при том же весе этот винт и сравним, насколько они отличаются и насколько они соответствуют табличке, приведенной производителем. Так, ну что ж, все, что хотел, я рассказал. Сейчас я приступлю к установке данного мотора на новую Ексу, покажу, как она ставится, подключается, и далее перейдем к настройке. Это тоже немаловажно. Работать она будет с полетным контроллером N7 от компании SiWi, который в свою очередь будет работать на прошивке ArduPilot. Поэтому я там все покажу, как подключить CAN, как настроить, нужно ли там что калибровать или не нужно. И далее уже потом мы взлетим и будем тестить этот мотор с различной нагрузкой и смотреть вообще, на что они способны и стоят ли своих денег. Итак, ну что ж, переходим к установке моторов D6 на вот эту вот Гексу. Она уже частично подсобрана, в частности собрана вся основная силовая часть. И вот сейчас нужно подключить моторы. Я уже все почти моторы поставил и сейчас покажу, как это легко делается. Вот он у меня остался последний мотор. Просто продеваем провода в трубку. Вот таким образом провода довольно легко продеваются. И далее просто надеваем на трубку систему D6. То есть тут уже как с завода было закручено, я ничего не трогал. И, собственно говоря, уже довольно неплохо держится на трубке. Я немножечко ее подзатяну, чтобы она не соскочила у меня в дальнейшем. Видите, тут еще какой запас можно стягивать. То есть мне вот на 30-ю трубку отлично подошло. В общем-то, сейчас смысла его пока затягивать нет. Это уже потом на финальном этапе по уровню их все выставить. И после затяжки я дополнительно просверлю в трубке отверстие
через уже готовое отверстие в креплении D6 и установлю заклепку. То есть заклепаю, чтобы это служило в качестве защиты от проворота. Здесь есть еще и второе отверстие. Ну, я не вижу в этом смысла, потому что это в любом случае не силовая штука, а просто защита от проворота. И в целом этого будет достаточно. Ну, по крайней мере, на моей трубке оно все хорошо подошло. И уже даже с небольшим притягом уже все надежно держится, его уже не сорвать. Также вы могли заметить то, что я не стал здесь устанавливать никакой силовой конденсатор. Если вы помните, то в прошлой Ексе я здесь посерединке впаивал в разрез, где-то вот тут, силовые конденсаторы дополнительно, 420, по-моему, микрофарад, для того, чтобы сгладить пульсации напряжения. Ну, здесь я этого не стал делать, просто по банальной причине, что эффективность и необходимость этого не подтверждена, и, в общем-то, производитель ничего об этом не пишет в инструкции, поэтому я решил следовать максимально инструкциям производителя. Если они не требуются, то и устанавливать мы их не будем. Поэтому здесь в этом плане все довольно просто. Остается здесь нам установить коннектор, и так как у меня плата здесь под коннектор XT90, то я просто возьму вот такой вот ответный коннектор. Сейчас подрежу провода, чтобы лишних не было. Ну, тут буквально немножечко стоит отрезать. Как видите, да, вот на 1400 диаметр, да, проводов хватает с запасом прям до центра дотянуть. Тут прям SIY молодцы. Это при том, что на эти пропеллеры 22 дюйма диагональ можно делать меньше, там вплоть до 1250, по-моему. Итак, сейчас я это все припаяю, и, в общем-то, для этих вот коннекторов тоже подготовлю сигнальную плату вот такую. Во влоге я буду говорить о том, что здесь есть небольшая проблемка с тем, что центральные пины, которые должны отвечать за плюс, они никак не разведены, то есть вот от центральных пинов вот этих коннекторов до центральных пинов здесь никакой проводки не идет, поэтому придется мне проводами вручную припаять. Ну и как я буду говорить во влоге, я эту плату буду использовать для подключения сигнальных разъемов CAN. Они подключаются очень просто. Нам достаточно замкнуть, по сути, провода от всех регуляторов. То есть не между собой вот эти три замкнуть, а замкнуть именно каждый по цвету. То есть все синие замкнуть, все красные замкнуть и все желтые замкнуть. Поэтому здесь задача сводится к тому, что просто замкнуть все ряды контактов. А от нее уже просто пойдут три провода уже в форме CAN на полетный контроллер. Так, вот так выглядят запаянные разъемы силовые, которые уже подключены к плате. Вот таким вот образом. Все довольно-таки компактно и аккуратно. И вот сейчас мы переходим к сигнальной плате. То, о чем я ранее говорил. Вот так мне пришлось сделать. Во-первых, я соединил центральные, которые должны быть плюсовыми контактами, и также я замкнул сигнальные. Потом землю я не стал замыкать, потому что она уже на плате разведена замкнутой. То есть вот вам наглядно сейчас покажу, какая должна быть логика электрических соединений. И теперь, если мы подключим соответствующие контакты CAN шину, обращаю ваше внимание, не ПВМ, потому что если мы использовали бы ПВМ, нам ничего бы тут паять не нужно было. Это я все делал для CAN. Теперь, если мы подключим CAN шину, без разницы, можно так, можно так. Главное, чтобы они все были подключены одинаково. Мы подключаем, значит, все 6 моторов, и они теперь у нас на общей коншине будут висеть. Итак, установил я сигнальную плату нашу модифицированную и подключил уже к ней сами провода от CAN разъемов регулятора. Включать я старался так же, как вот подписаны сами провода. Далее я спаял вот такой вот переходник для автопилота N7. Также распиновочку смотрим. И, соответственно, земля у нас остается. Да, CAN High, CAN Low. Смотрите, чтобы все это соответствовало. И здесь на другой стороне то же самое. Я просто подключаю потом этот переходник к любому из контактов вот здесь, к любому, так сказать, каналу, потому что, как вы помните, они все запараллелены. Обращаю внимание только на то, чтобы вот совпадал у меня минус. И далее подключаю это все в CAN-порт автопилота. И все, наши регуляторы подключены, остается их немножечко настроить.
Вообще можно для настройки использовать вот такой вот CAN-Link, я его пробовал. Для этого мы просто подключаем регуляторы в порты CAN-Link. Далее запускаем программу UniGCS, это их теперь программа SIY FPV будет называться UniGCS. И далее вот в этой вкладке выбираем порт, в который у нас подключен этот модуль, и выбираем тип, что мы хотим посмотреть сам вот этот вот CAN-Link, да, он нам показывает версию прошивки, но это сам вот этот вот адаптер. Либо выбираем здесь тип ESC, нажимаем кнопку Scan, и у нас здесь отображаются все наши регуляторы, и далее мы можем настроить здесь при выборе из списка регулятора, можем настроить цвет, а также выбрать Throttle ID. Это очень важный параметр, к которому я сейчас чуть позже вернусь. Также здесь есть различные графики и выгрузки журналов с регуляторов. Ничего сложного, и я буду сейчас настраивать регуляторы уже сразу на примере Mission Planner. Давайте перейдем сразу в него и подключим наш полетный контроллер. Итак, я подал бортовое питание, регуляторы уже запитаны. И что нам нужно сделать в настройках? Во-первых, параметры шины CAN. У нас здесь в первую очередь включается драйвер CAN, тип драйвера первый. После этого мы делаем полную перезагрузку автопилота. И далее у нас появляются еще два параметра. Мы проверяем здесь, что битрейт у нас установлен максимальный, значение 1 миллион. А также проверяем тип протокола CAN. У нас здесь должно стоять значение Drone CAN, единичка. Ну, по умолчанию оно это все так и стоит. По сути, нам нужно включить только вот самый первый загрузку драйвера. Еще один параметр, который нам нужно будет изменить, это вот этот на ваших экранах. Здесь мы задаем, соответственно, для каких регуляторов у нас будут идти данные в шину CAN. Оно задается по битовой маске, вы просто отмечаете здесь количество регуляторов. Если у вас квадрокоптер, то 4. В моем случае, в случае гексакоптер, я отметил 6 регуляторов, и значение маски получилось 63. Все, далее сохраняем и перезагружаем. Следующим этапом у нас будет здесь настройка самих регуляторов. Переходим во вкладку Setup. Здесь ниже выбираем здесь пункт Drone CAN UAV CAN. И далее подключаемся к CAN ноде. Нажимаем кнопку SLCAN Direct. И сейчас после подключения к ноде CAN мы уже видим все устройства на CAN-шине. Это 6 регуляторов SIY ESK и, собственно, сам хаб. И вот теперь нужно внимательно посмотреть на саму настройку. Но в первую очередь, конечно же, у вас должна совпадать версия программного обеспечения. Пока никаких прошивок новых для этой системы D6 нет. Что касается ID устройства на CAN-шине, Ardopilot назначает их самостоятельно, и, в общем-то, их можно поменять, но никакого смысла в этом нет. Нам нужно кое-что другое. Для настройки мы нажимаем, допустим, на первом регуляторе кнопку «Меню» и выбираем пункт «Параметры». Открывается у нас здесь вот такое вот окно параметров. Регуляторы имеют всего лишь 3 параметра, один из которых ID ноды, и его менять не нужно, он пусть остается у вас по умолчанию нулем. А, в общем-то, единственные 2 параметра, которые нам нужно поменять и которые нас интересуют, как вы уже поняли, это цвет светодиода, а также Throttle ID. Это вот как раз очень важный параметр, который как раз таки и задает номер двигателя для автопилота. Что касается светодиода, имеется у нас 4 режима: 0, 1, 2 и 3. И параметры 0, 1 и 2 у нас меняют цвета регуляторов, доступны красный, синий и зеленый цвет. Параметр 3 у нас полностью отключает светодиод на системе D6. Я установил цвета светодиодов таким образом. Передние огни у меня красные, задние зеленые, все как полагается, да. Ну а средние я решил поставить синие, потому что это еще один цвет, который доступен. Можно их вообще выключить. Желтый цвет у нас зарезервирован для индикации состояния платы регуляторов при инициализации, либо, может быть, при каких-то возможных ошибках. Теперь, что касается назначения порядка моторов. У нас в инструкции здесь к системе D6 есть очень хорошие картинки, в общем-то, с порядком моторов.
для окты, ексы и квадро. И вот это как раз то, что нам нужно. Смотрите, я настраиваю сейчас на примере гексакоптера, но для квадрокоптера, соответственно, все будет то же самое. У нас, в общем-то, здесь подписаны, по сути, Throttle ID для каждого положения моторов. То есть, где у вас какой мотор расположен, такой должен ему соответствовать Throttle ID. Вот, например, передний правый мотор, ему должен соответствовать 5-й Throttle ID. Как их распознать? Я действовал очень просто. Я просто вводил здесь значение светодиода троечку, сохранял значение, и у меня тух светодиод. И таким образом я понимал, какой регулятор я сейчас настраиваю. Как помните, этот мотор D6 у нас горел красным. Сейчас он вообще не горит, значит мы настраиваем именно его. И если посмотреть на дрон по ходу движения, видно, что это у нас передний левый мотор. Открываем инструкцию и видим, что для ардопилота передний левый мотор должен быть с ID 3. И, соответственно, в Throttle ID мы указываем здесь параметр 3. Ну, а цвет вы задаете потом тот, который вам нужен. Для красного цвета нужен параметр 0. Как видим, регулятор засветился, и, в общем-то, его настройка завершена. И далее, по аналогии, вы настраиваете остальные моторы, присваивая им необходимый Throttle ID. После настройки всех регуляторов вы перезагружаете систему и далее тестируете, проверяете моторы. Переходим во вкладку Setup, далее выбираем пункт Motor Test, и вот как раз здесь видим Throttle ID каждого мотора. Далее, смотрите, есть такой нюанс, что моторы не запускаются на газе, ну, у меня не запустились на газе ниже 13%. Вот, например, я сейчас поставил газ 12%, и, как слышите, да, ничего не крутится. Как только я ставлю газ 13%, моторы заработали. То есть эти моторы, ну, по крайней мере, у меня работают с газом от 13% и выше. Поэтому для проверки задаете 13% газа, там продолжительность 5 секунд, и тестируете все по очереди, смотрите, в какой последовательности вот они у вас начинают работать. Они у вас должны по кругу начинать вращаться, если все правильно у вас задан Throttle ID. Также не забываем смотреть вращение, да, на каждом из моторов указано, в какую сторону он вращается, как там запаяны провода внутри. Соответственно, правильно их расставляете на своем дроне и еще раз проверяете направление вращения. Вот проверка прошла успешно, все моторы вот так вот по кругу, по очереди прокрутились, значит, все правильно. Собственно, на этом этапе моторы все уже настроены и готовы к полету. Калибровать здесь уровень газа не нужно. Это регуляторы на цифровом газе CAN, который прям в процентах им выдает, сколько им нужно вращать. Но нужно обязательно задать минимальный, максимальный газ и газ арминга, чтобы у вас масштабирование газа у автопилота проходило правильно. Ну, грубо говоря, чтобы автопилот 13% принимал не за 13%, а за 0. И уже от него шел туда выше к 100%. Для этого нужно воспользоваться параметрами ModSpin, то есть Motor Spin, вращение моторов. Значит, я выставляю в соответствии с рекомендациями на сайте Ардопилота вращение при арминге. Ну, я поставил 14. Вообще, на сайте Ардопилота рекомендуют минимальный плюс 2, то есть у меня минимальный 13 плюс 2, а можно поставить 15 здесь. Но так как это все-таки не обычный ПВМ, а CAN, ну, я поставил 14. А ModSpin Min я поставил 18%. То есть это минимальный процент уровня газа, который автопилот сможет выдавать на данные моторы. Ниже просто нельзя. Ну, а максимальный я, наоборот, поднял до 0,98, потому что в соответствии с табличкой у нас здесь как бы лишних 300 грамм тяги, да, 95 и 100% разница. Да, можно, в принципе, даже и 100% поставить здесь. Поэтому вот такие вот параметры я решил установить для системы D6. И, в общем-то, вот на этом уже точно все. Все моторы работают, вращение моторов правильное, порядок моторов правильный.
Цвета все настроены, в параметры все минимального максимального газа заданы. В общем-то, теперь здесь делать с ними точно уже ничего не нужно. И я дальше сейчас перейду к последующей сборке дрона, да, и мы сейчас уже в рамках этого обзора перейдем уже непосредственно к тестированию производительности данных моторов, взлетим на них, посмотрим, сколько они будут потреблять тока и какой вес все-таки этот дрон с этой системой может поднять. Поехали! Итак, дрон наконец-то дособран, и самое время приступить к тестированию системы D6. Я установил сюда пока прямые пропеллеры. Они устанавливаются очень просто. Не забудьте обязательно прижать ее специальной вот такой шайбой, где заботливо даже обозначили места, как должны крепиться винты. Сейчас начнем полет с них. Я этот дрон вообще уже настроил, ну не в идеал, конечно, но уже он в принципе нормально летает. Вот, поэтому мы сейчас с этими винтами посмотрим ток его и насколько это все вообще соответствует таблице, приведенной производителем. У нас тут для этого есть датчик тока, тоже от компании SiWi. Все настроено по инструкции, поэтому все, по идее, по показаниям должно совпадать идеально. Ну и также пару моментов расскажу о самих регуляторах. Я в начале обзора этого не говорил, скажу об этом сейчас, что регуляторы передают по CAN телеметрию. Ну, это, понятное дело, если вы по CAN подключите данные регуляторы. И в телеметрии в этой содержится температура регуляторов. И самое главное, что содержится, это обороты моторов. И с помощью этих данных мы уже сможем включить в ардупилоте фильтр по оборотам, что улучшит фильтрацию вибраций. Ну, у меня здесь очень жесткая, крепкая рама, вибрации минимум, но все равно это, в общем-то, не лишнее. Ну что же, теперь давайте взлетим и посмотрим уже ток. Итак, начинаем первый тест. Сейчас дрон полностью, так скажем, пустой. У него только два небольших аккумулятора. И взлетный вес сейчас я плюс-минус примерно измерил точно, да, 13 килограмм. Ну, плюс-минус 200 грамм там где-то есть, ну, где-то 13 килограмм. Если мы разделим этот вес на 6, то получим, что каждый мотор в весении должен выдавать примерно 2,2 килограмма. Если мы обратимся к табличке производителя, то увидим, что 2,2 килограмма выдают примерно на 4,5 амперах. То есть ток должен быть примерно 28, где-то 27 ампер. Но это указано для напряжение 48 вольт. У нас сейчас уже напряжение чуть ниже 46, плюс батарейки переохладились и сами по себе имеют небольшую токоотдачу, там 10 С порядка, поэтому напряжение сейчас довольно сильно просядет, будет порядка 42 вольт. Я просто это знаю, я уже летал и тестировал, просто вам рассказываю почему и как. И за счет этого ток будет выше, чем 27 ампер. Поэтому давайте взлетаем и проверим это. Взлетел в лоитере, чуть-чуть повыше поднимусь, и вот смотрим, ток, кстати, да, даже 29 вот было, сейчас 31 ампер, 32, вот иногда до 28 проседает. То есть, как видим, с этими пропеллерами все полностью соответствует у нас заявленным характеристикам. Что ж, иду на посадку. Что ж, ну как видим, показатели, в общем-то, сошлись в целом с этими пропеллерами. Все прям точно. Если сделать поправку на напряжение, то и по процентовке газа, и по потреблению тока все соответствует табличным значениям. В этом плане прямо SiWi дали точные данные. И, кстати, датчик тока, обзор на который выходил ранее, я там говорил, посмотрим, как он будет показывать. Вот как видите, он точно все показывает, абсолютно точно. Я никаких дополнительных настроек на этот датчик не вносил. Что ж, но я не вижу смысла дальше на этих пропеллерах тестировать, потому что я вообще планирую использовать складные пропеллеры. Вот, поэтому мы всю тяговооруженность его максимальную будем тестировать именно на складных пропеллерах. Поэтому сейчас я поменяю их, и мы снова с этим же весом взлетим и посмотрим, какой будет ток на складных пропеллерах. Итак, заменил я пропеллеры на складные. Они устанавливаются в целом еще проще, чем предыдущие. У них нет здесь дополнительной шайбы. Просто фиксируются на 4
коротких винта. Сами пропеллеры у нас отличаются по своей формуле, они 22/9, то есть угол атаки у них больше, чем у тех пропеллеров. Но эти пропеллеры тоньше, как видите, вот здесь вот у них профиль более узкий, чем у тех пропеллеров, они были шире. Тем не менее, таблица производительности для тех нескладных пропеллеров и для этих складных плюс-минус одинаковые. Также у нас примерно 6,5 килограмм максимальная тяга на один мотор. Поэтому я, в общем-то, ожидаю тот же ток. Ну, за тем исключением, что я сейчас зарядил аккумуляторы, полный заряд, 50 вольт. И поэтому, ну, конечно, будет просадка, это понятно, где-то 47 вольт, может быть, даже 48 как раз будет. И мы сравним, напомню, что должно быть в районе 27 ампер. Итак, взлетаем первый раз на складных пропеллерах. Вес все тот же, 13 килограмм, батарея заряжена. Взлет. И вот, как видим, сейчас ток 28, там 29 ампер иногда переходит, да. Напряжение 46 вольт, что ниже, чем в таблице 48. И вот как раз, в принципе, опять же, как видим, соответствуют складные пропеллеры значениям в таблице. То есть ток сейчас где-то 4,8 ампер на мотор, а нагрузка 2,2 килограмма на мотор. Дрон отлично держится и на складных пропеллерах, никаких проблем нет. В общем-то, летает он также. Это все хорошо, давайте сядем и усложним задачу. Усложним немного задачу дрону. У меня есть вот такие вот грузы, у меня их есть даже и больше, чем 2, да. Но начнем пока вот, сейчас я один груз весом в 2 килограмма положу вот сюда вот в переднюю часть, где аккумуляторы. И, соответственно, вес увеличится до 15 килограмм. То есть это будет равносильно, что вы сюда поставили, ну, более емкий аккумулятор. Тот, который, в общем-то, здесь и должен, по идее, стоять. Его вес будет 4,5-5 килограмм примерно. И посмотрим, насколько увеличится ток и как будет себя вести дрон уже с 15 килограммами взлетного веса. Итак, прибавил я ему 2 килограмма, перед аккумуляторами лежит утяжелитель. Сейчас взлетный вес 15 килограмм примерно. И, соответственно, потребуется 2,5 килограмма от каждой оси тяги. И ток примерно по таблице соответствует около 6 ампер, там уж 5,8. Ну, у нас, наверное, будет 6, потому что аккумуляторы проседают, и у них 46 вольт, да, 45-46. То есть ожидаем где-то 36 ампер по факту. И давайте проверим, убедимся. Это предельный вес, который компания SiAway рекомендует для данной системы D6. Пробуем. Ну, взлетел отлично. И, как видим, ток 35-36 ампер, как я и говорил. А сейчас я первый раз взлетаю с утяжелителем. Все соответствует таблице абсолютно. Сейчас я наложу график логов вывода моторов, да. Сколько процент газа, чтобы понимать, на каком проценте мощности работают наши моторы. И я думаю, там все так же соответствует таблице. Дрон нормально себя ведет. Напряжение просело аж до 44 вольт. Система D6 без каких-либо проблем. Работает. Все отлично работает, все летает. И ток в норме. Когда я маневрирую, он повышается до 40, но в среднем весенний 36 ампер. Сажусь. Так, добавляем еще 2 килограмма груза. И это уже будет у нас дрон, укомплектованный довольно емкими батареями. И самой топовой камерой, допустим, ZT-30, которая там килограмм весит. То есть вот такая вот будет у него полезная нагрузка. И вес будет уже 17 килограмм. Давайте посмотрим, как вырастет ток. Продолжаем тест. Я нагрузил 4 килограмма сейчас у него впереди. Даже центровочка чуть-чуть ушла вперед, поэтому передним мотором придется чуть-чуть помощнее поработать. Это не есть хорошо, поэтому следующие грузы я буду вешать уже под низ на грузовую пластину, как и планируется. Но сейчас, в принципе, мы приблизились уже к практически середине той полезной нагрузки, которую я собирался на него добавлять для теста. 10 килограмм. Да? Сейчас у нас 4 килограмма. И его взлетный вес составляет 17
килограмм. При нагрузке в 17 килограмм у нас на одну ось уже идет 2800, там примерно 2900. И это уже выходит за пределы рекомендованных значений SiWay. При этом газ должен быть где-то 55-57%. У нас может быть чуть выше, там на 1-2%. Ну, ближе к 60. А ток до 7 ампер на мотор, но это при 48 вольтах. У нас, соответственно, уже просело напряжение, будет выше ток. Я думаю, что где-то 42-44, скорее всего, ближе к 44 амперам уже будет нагрузка. Давайте проверим. Дрон взлетел отлично. Все так же без проблем. Итог у нас 42-43 ампера. Как я и говорил, напряжение при этом уже 43 вольта при таком токе. И дрон управляется нормально. И как видим, в принципе, не ощущается нагрузка. Может быть, он чуть более вязкий стал. Ему надо чуть поосторожней, поаккуратней как бы рулить. Ну, в смысле, самому автопилоту. Я, в принципе, рулю, как и рулил. Попробуем набрать вес, что самое главное. Я вам покажу графики, какие будут по нагрузке на моторы. Еще раз пробуем набрать вес. Набрать высоту. В наборе ток увеличивается до 53 ампер. Но система нормально себя чувствует. Также можно еще проверить развороты по ям. Потому что в этом случае, чтобы стабилизировать курс, часть моторов работает на предельной мощности. Ну, как видим, я думаю, с нагрузкой даже в 5 килограмм полезной никаких проблем в эксплуатации не будет с дроном. А выше сейчас уже посмотрим, будем разбираться. Я сейчас еще полетаю. Сейчас он 2 минуты в воздухе, полетаю еще пару минут. Посмотрим на температуры. Итак, 4 минуты в воздухе. Израсходовано уже 3000 мАч за 4 минуты. Давайте сядем, посмотрим. Я сниму для вас все это одним кадром. Так, из первых рук. Холодный вообще. Регуляторы теплые, кстати. Регуляторы теплые, мотор. Вот этот мотор чуть теплее. Вот этот холодный. Регулятор еле теплый. Тут может быть чуть посильнее теплый. Но они сейчас, конечно, будут отдавать тепло. Чуть-чуть будет нагреваться, но незначительно. Моторы, в общем, еле теплые все. Часть моторов холодная. Регуляторы почти все еле теплые. И вот, собственно говоря, вот тот груз, о котором я говорил. Итак, переходим к более сложным тестам и более тяжелым. Я немножечко здесь модифицировал крепление, повесил из вот такой жесткой проволоки, сделал крюки. И подвесил вот такие вот грузы. Маленькие по 1 килограмму, большие по 2 килограмма. И как можете видеть, здесь 6 килограмм сейчас груза. Здесь я их связал у центра, чтобы минимизировать возможную раскачку. Она, конечно, тут есть. Но я думаю, что из-за того, что груз в центре тяжести, никаких особых проблем со стабилизацией не будет. А так можно словить раскачку, как в сильных педах, в ненастроенных педах может даже перевернуться дрон. Поэтому будьте осторожны. Вообще груз должен жестко быть закреплен. Но мы сейчас в рамках теста потихонечку попробуем сначала подняться, посмотреть, как он летает. А далее уже будем смотреть, нужно ли закреплять груз жестче. Итак, дополнительный груз у нас 6 килограмм, и дрон сейчас весит уже 19 килограмм. Если мы разделим это на 6 моторов, получим примерно 3,2 килограмма нагрузку на ось. Если мы обратимся к таблице, то ток должен быть примерно 7,7 ампера, или если мы это умножим на 6, то где-то 48 ампер, ну, так как у нас будет ниже напряжение из-за батарей, то примерно 50 ампер я ожидаю тока. Итак, 19 килограмм, пробуем взлетать. Очень волнительно.
Да? Как видим, поднял. Есть у него раскачка, кстати. Заметьте, появилась раскачка на этом весе. Возможно, из-за того, что груз очень низко. Но нормально. С учетом того, как подвешен груз, все хорошо. Ток, кстати, 55 ампер, а напряжение 40 вольт. Напряжение, конечно, уже сильно просело на такой нагрузке. Но мы не будем останавливаться на достигнутом. И сейчас проверим 8-килограммовый груз. Как видите, 6 килограмм ему дается без проблем в системе D6. Итак, еще усложнил тест. Теперь здесь 4 груза по 2 килограмма одинаковых. И суммарный взлетный вес 21 килограмм. Получается, моторы должны выдать 3,5 килограмма на ось. И ток при этом будет 9,5 ампер при 48 вольтах или 57-58 ампер. Но так как батарея у нас слабая, я ожидаю рост тока там до 65-70 ампер. И это несмотря на то, что, как видите, на экранах 52 вольта, батарея полностью заряжена, я их полностью зарядил перед предпоследним тестом. Ну что ж, давайте попробуем, посмотрим, как он взлетит с такой нагрузкой. О! Вот сейчас ему уже плохо. Вот сейчас уже словил раскачку. Так, словил я раскачку в предыдущем запуске, поэтому тут, конечно, скорее всего проблема в пидах, потому что масса его увеличилась где-то процентов на 60-70, с 13 до 21, а пиды остались на месте. Ну и плюс слишком низкий центр тяжести, решил я отказаться от подвесных крючков и просто привязал его вот таким вот образом, и еще 4 положил спереди. То есть сейчас опять 8 килограмм. Пиды я поднял, вернее рейты, с 0,9 до 0,11. Но, возможно, этого будет мало. Сейчас повторный взлет и смотрим результат. Но хуже, чем в прошлый раз, быть не должно. Но аварийный тумблер у меня наготове. Так, да, лучше, но, наверное, надо еще поднять. Да, стало лучше, но надо еще поднимать. Смотрим. Да, сейчас он прям держится. 21 килограмм в воздухе. Ток 58 ампер, кстати, потому что батарейку зарядил. Напряжение упало до 41,5 вольта, но дрон летит, система D6 работает, и он даже стабилизируется. В принципе, может быть, пиды, если поднять, то совсем немного для финального теста с 10 килограммами. Сейчас еще мы, кстати, очень сложный эксперимент проведем на вращение по ЯВ, потому что очень сильно работают моторы на раскрутку, на торможение. Видите как? Пока тяги хватает, не переворачивается дрон. И как видим, в принципе, можно сказать, что тесты с 8 килограммами полезной нагрузки успешно. Можно летать, можно, вполне. Ну что ж, садимся, сейчас я гляну логи и попробуем уже с 10 килограммами взлететь. Итак, финальный тест системы D6 и максимальная полезная нагрузка. 6 килограмм здесь и 4 килограмма здесь, всего 10 килограмм. Я поднял рейты по P, по роллу
и пичу до 0,12 сейчас, потому что нагрузка еще больше стала. И сейчас мы ожидаем порядка где-то 3,8 килограмм тяги на ось. И при токе примерно 9,5 ампер. Ну, это по таблице, ну а по факту, естественно, будет выше. Хоть батарею я вновь полностью зарядил, все равно, я думаю, около 70 ампер ток будет. Особенно я обратил внимание, что на старте, пока батареи холодные, напряжение прям сильно проседает. Потом они, видимо, разогреваются, напряжение чуть-чуть поднимается там где-то на второй минуте. Потому что после прошлого теста я достал аккумуляторы, разъемчики, даже на них уже были, ну, чуть-чуть тепленькие. Здесь на холодном воздухе это ощущалось. И касаемо предыдущего теста, у меня опять же все сошлось по току 8,5 ампер в пересчете на 48 вольт. У меня было на один мотор. И тяга как раз соответствует 3,5-3,6 килограмм при этом токе. Единственное, что у меня не сошлось, это обороты моторов. 58% газа, именно это среднее значение отправлял полетный контроллер на моторы в процессе висения. А по табличке там получалось что-то порядка 62-63. Но я думаю, эта табличка просто была сделана со значениями Mod Spin Max 95%, а я увеличил здесь до 100. Поэтому я фактически себе накинул еще 5% газа, и, возможно, там до аж 7 килограмм, по идее, при 100% эта система D6 сможет нам дать. Но мы, конечно, не будем это проверять. Просто у нас есть небольшой запас по процентам, а по току и по оборотам у нас все сходится. Батарейкам будет очень тяжело, поэтому долго висеть не будем. Я думаю, 2-3 минуты будет вполне достаточно. Но на самом деле не намного сильно вырастет нагрузка. Итак, взлетный вес 23 килограмма. Пробуем. Так. С трудом он стабилизируется, но висит. Да. Как видим, взлетел. Но нужно править педы. Итак, пробуем. 23 килограмма взлетный вес. Ну, неплохо. В принципе, летит. Цель выполнена. Итог всего лишь 65, вот сейчас 67 ампер. Попробуем полетать. Нормально. Как видите, все хорошо. Не так сильно вырос ток и не так сильно выросла нагрузка. Все хорошо. Ну что сказать, почти 70 ампер, как я и говорил, у нас ток, но дрон нормально справляется. Сейчас попробуем по Яву его покрутить, потому что, как вы знаете, по Яву наибольшая нагрузка. Вот, вы слышите, как отдельные моторы сопротивляются. И, как видим, запас есть. Конечно, сильно не стоит переруливать, нужно ограничивать дрон, ограничивать его и в углах. Но летать с таким грузом на системе D6 в конфигурации Hexa вполне себе можно. Доказано. Запас у системы хороший. Очень хороший запас. Что ж, отличная работа. Отличная работа. Ну что ж, идем на посадку. Давайте посмотрим, что у нас там с температурой мотора. Итак, сели. Уже громко, кстати, получается. Дрон довольно громкий становится. Вот только сел, мотор холодный. Регулятор холодный. Ну, им нужно время, чтобы металлу отдал тепло. Но вот этот мотор чуть потеплее. Этот мотор такой же, чуть-чуть потеплее. Регулятор еле теплый, мотор еле теплый.
Все отлично, все моторы еле теплые, и я думаю, это для них не такая высокая нагрузка. Да, вот сейчас уже они, в принципе, все потеплели. Что ж, ну, как видите, 10 килограммов получилось поднять у этого дрона. И, конечно, и рама выдержала без проблем. И система D6 тоже справилась с честью со своей задачей. Она подняла почти 4 килограмма на ось. Ну что ж, теперь давайте подведем итоги этой системы и сделаем, как всегда, выводы. Ну что можно сказать по данной системе D6 от SIY? Я думаю, для первого их, так сказать, опыта очень хорошо получилось. Мне, в общем-то, придраться не к чему. Все мои зверские тесты система прошла успешно. И даже при превышении рекомендованной нагрузки там, на 50% практически никаких проблем не было. Ни с нагревом, ни со срывом синхронизации, например, как у меня было на старых дешевых моторах на прошлой Ексе. Да, я сейчас долго не летал, в первую очередь из-за того, что вот я переживал вот за эти аккумуляторы. Они довольно низкотоковые, поэтому и так уже на пределе работали, поэтому я больше беспокоился за них, нежели чем за систему D6. В момент, когда я поднимался вверх, там на пару метров, обороты достигли 77%, судя по логам, и ток поднялся до 90 ампер, поэтому, уж очень высокие это для них токи. Ну а в остальном, я посмотрел последний лог 10-килограммовый, в целом газ был на уровне 62-64%, и при потреблении тока, если пересчитать на 48 вольт, все те же где-то 9,5 или чуть больше ампера, все соответствует табличным значениям. Единственное, что газ не очень соответствует, уровень газа, но я думаю, это из-за того, что в таблице приведены значения, если вы оставите мод Spin Max по умолчанию на 95%. Я же поднял его до 100 и таким образом, по сути, видимо, расширил максимальный запас по оборотам у данных моторов. И, судя по всему, на 100% газе у них будет тяга выше, чем 6,5 килограмм, но итог, конечно же, будет больше. Поэтому я думаю, что летать в конфигурации гексакоптера в качестве грузового дрона на этой системе вполне можно. Даже если ваш взлетный вес будет там порядка 23-25 килограмм. Но, конечно, стоит учитывать, что нужно очень сильно ограничить дрон. Нужно ему по максимуму урезать углы. Да, не слишком сильно, чтобы он уж вообще не был вялым. Да, но там где-то до 25 градусов нужно их урезать. И не летать в очень сильный ветер. Конечно, у него есть запас. Максимальные вот в этом полете, какой вот сейчас был, я посмотрел, 77% всего лишь было сигналы на моторы. Запас есть, запас еще есть, но все равно в сильный ветер может не хватить. Ну и, конечно, не забываем про подстройку пидов и в идеале фильтров, потому что в 13-килограммовом весе и в 23-килограммовом весе пиды очень сильно отличаются. Мне пришлось их поднять с 0,09 до 0,13 и, скорее всего, там даже и 0,14 надо было ставить, потому что дрон все равно был немного шатковатый. Поэтому вот такие вот результаты. Касаемо самой системы, она очень легко просто устанавливается, сами видели, ничего не нужно там спаивать мотор с регулятором, прикручивать мотор, там мотораму покупать отдельно. Все уже есть в комплекте, надели на трубку, затянули, воткнули в силовую плату и сделали абсолютно минимальную настройку. Ни калибровки газа, ничего больше делать не нужно. То есть даже новичок по моим видео справится с настройкой данной системы. Ну и в процессе работы на разных весах вы видели, что абсолютно стабильно, нормально работает там что на 13 килограмм, что на 23. Да, шумнее, но все так же стабильно. При этом ничего, в принципе, не греется, еле теплое. Чувствуется, что есть запас. И я вообще думаю, что вот мне бы хотелось протестировать эту систему на 24-дюймовых пропеллерах, потому что у меня рама позволяет установить 24 дюйма, поэтому какой-нибудь там, я смотрел, Hobby Wing 2480, да,
Вот если удастся мне достать на тестирование, или, может быть, у кого-то есть и кто-то мне готов прислать на тесты, я с удовольствием бы их установил и провел эти же тесты уже с другими пропеллерами. Мне кажется, что эффективность улучшится. Вот. Ну, а чтобы не превышать максимальный ток, на крайняк можно ограничить максимальный уровень газа там, до 90%. Но главное, что, я думаю, на 24-дюймовых пропах эффективность данной системы будет еще лучше. Но производитель не советует использовать, напомню на всякий случай, никакие другие пропеллеры, кроме вот этих складных и прямых, которые вы видели в этом видео. Поэтому, если вы будете использовать сторонние пропеллеры, ни о какой гарантии речи быть не может. Это я вас просто предупреждаю. Ну и касательно сферы применения этих моторов, как видите, можно вполне собрать небольшой такой грузовой дрон с полезной нагрузкой, на самом деле, ну там порядка 5-7 килограмм, наверное, будет для него прям хорошая такая нагрузочка, с которой он может достаточно продолжительное время летать. Я не проводил никаких тестов на дальность с грузом, на дальность полета с грузом, потому что у меня нет подходящих емких аккумуляторов. Ну а так как я тесты провел и, в общем-то, показания тока и уровня газа и оборотов соответствуют табличным значениям, поэтому вы сами по таблице сможете рассчитать необходимую емкость аккумулятора для нужного вам полетного времени и какую при этом полезную нагрузку вы сможете перевозить. Касательно сфер применения D6, можно собрать либо квадрик, да, как компания SiWay сделала, и он будет с очень большим запасом возить там вам камеру ZT-30 или может еще даже одну камеру, да, либо можно собрать небольшой грузовой дрончик, вот вроде вот этого, начальный грузовой дрон, скажем так, с грузоподъемностью в среднем там 6 килограмм. И его уже можно использовать, как и, например, для агроработ, разбрасывать сухие смеси или какие-то семена. Это вполне ему по силам, потому что расход там небольшой, и с таким весом вы довольно большую площадь сможете охватить. Можно применять для каких-то инженерных задач, например, какую-то роботизированную, условно говоря, руку поднять, или крючок, какой-то механизм. Например, что-то достать из воды без проблем. Я думаю, этот дрон вот в таком вот виде с этой задачей справится. Но отдельно скажу про военное применение. Я сам не поддерживаю применение гражданских технологий в военной сфере и считаю, что там должны быть именно военные технологии. Поэтому все, что вы видели в этом обзоре и в предыдущих роликах, все это собиралось и демонстрировалось исключительно в рамках хобби и в рамках какой-то гражданской промышленной деятельности. Поэтому еще раз повторюсь, что все, что я показывал в этом обзоре и в принципе в предыдущих, сделано исключительно для демонстрации возможностей моторов D6, системы D6 и возможностей дрона, если вот построить его на таких компонентов. В общем, подводя финальный итог, на мой взгляд, компания SiWay не ударила в грязь лицом и выпустила действительно качественные и хорошие моторы с регулятором. Да, их цена не дешевая, но тем не менее эти моторы по уровню цена-качество, на мой взгляд, вполне себе соответствуют. Если вы хотите просто собрать дрон без заморочек, чтобы он вот у вас просто летал как положено. Что ж, вот такой вот обзор получился. Надеюсь, было интересно и полезно. Всем спасибо за просмотр. Пока!